Стало хуже. На начале войны очень многие люди хотели помочь Украине, очень многие европейцы хотели помочь Украине, брали животных. Сейчас интерес поугас, и пристроить животное из Украины очень тяжело. В основном берут семьи не европейцы, а украинцы, которые переехали в Европу. В Ирпене достаточно тихо сейчас. Максимум, что мы слышим, это пролетающие шахеды и ППО. Вот. Когда я ездила в Донецкую область, это очень такое странное ощущение, когда ты идешь по городу, который находится в 7 километрах от зоны боевых действий, от линии фронта, а там гуляют люди, гуляют с детьми, они вроде как живут, работают, но при этом как только начинается тревога, город пустеет, как будто он вымирает. Фантастические люди. Когда началась война, очень много людей здесь, в Испании, оказались на отдыхе и не смогли вернуться на свою родину. В первый же день украинцами была организована диаспора помощи украинцам. Меня звали испанские семьи, которые открывали свои двери. Непонятно каким людям. Я непонятный для них человек, я даже на испанском говорить не могу. Они не знают, кто я. Они открывали двери для всех. Люди бежали, они брали свои дома, они обеспечивали всем необходимым. Они покупали автобусы, чтобы ехать за украинцами в Польшу и забирать их сюда, в Испанию. Путин умер. Да, да. Это тот момент, когда ты вернешься? Или ты будешь ждать момента, когда что? Что Это тот случится? момент, когда нужно, я думаю, всем, кому не безразлична судьба России, действовать, потому что сейчас за 24 года вся абсолютно вертикаль, горизонталь власти, абсолютно все выстроилось вокруг только Путина. И это вот главное такое образующее звено буквально всей политической, экономической, правовой, всей системы. И как только там его не станет по каким-либо причинам, самое вероятное, это биологическая причина, вот, то нужно сразу же пытаться взять вот именно вот эту ситуацию нестабильности в свои руки. То есть ну и понятно же, что не тем путем, как, например, пытался Пригожин, но как раз-таки договорами, переговорами, договоренностями и агитацией среди населения. Знакомых моих отправили охранять в Геленджике, там, типа, резиденцию, уж не знаю кого, ну, вот отправили. Ну, мы можем догадаться, кого. Да, как бы, и, ну, им тоже вот в приказном порядке, как бы, список. То есть их просто передислоцируют оттуда в да, другие места. передислоцируют, да, да. Ну вот бывший муж у меня, папа детей, как бы находится сейчас в Брянской области. То есть с новой земли у них полк перекинули туда весь. Вопрос в том, что это теперь не Вагнер, не под эгидой Пригожина, а теперь под руководством других лиц. Все же это было на территории 10-й бригады ГРУ. Просто эти же самые площади, эти же самые возможности сейчас ГРУ. Вот и все. То есть просто поменяли вывеску, теперь поменяли это вывеску, все. Не Вагнер, а какой-нибудь редут. Они как были государственные ресурсы. То есть они как были государственные ресурсы, так они и есть государственные ресурсы. То есть раньше этими государственными ресурсами распоряжался Пригожин, а теперь распоряжаются другие люди. Вот и все. Также используется для подготовки, также используется для вербовки. И также в горячем ключе... И также в горячем ключе учатся люди, да, тренируются, да. Никто эти казармы не бросит. Они не пустуют, они не бездействуют. Государство их использует. Была бы воля, и была бы соответствующая мотивация этих народных корреспондентов, поверьте мне, сеть этих корреспондентов выстроится в течение полугода, если это будет какой-то консорциум СМИ, которые объединят усилия в этом направлении, или если будет какой-то, скажем так, проект, который будет продавать или передавать мировым СМИ информацию, да, то есть полученную непосредственно из России, оперативную, свежую. Эта информация абсолютно легальна, она не является гостайной, и в данном случае мы можем только говорить о том, что нужно этих народных корреспондентов обеспечить какой-то мотивацией, обеспечить инструкциями, как снимать, что снимать, вертикальный контент, горизонтальный контент.
крупный план, средний план, то есть минимальная методичка, и я вот... И сейчас, тем более, вообще, когда границы тотально закрыты для каких-то товаров из Европы и так далее, из других стран во многом, они сейчас монополисты на рынке. То есть это вот как раз одни из таких вот жирных котов, которые выигрывают, кому война, кому мать родная. То есть и в том числе для меня удивительно то, что в такой ситуации, когда у них денег завались, да, у этих холдингов, им и субсидии выделяют, они монополисты на рынке, и цены на продукты в России растут просто немеренными темпами за последние 5 лет, они уже выросли там раза в 2, в 3 по некоторым позициям, да. И при этом еще вот государство им позволяет заниматься экономией, еще вот таким экологическим демпингом, например, связанным с этой же самой соломой. Но нельзя ее в таком количестве разрешать сжигать. Или нельзя вообще в идеале сжигать. Что касается санкций, конечно, они оказались беспомощны. Вот. А российская экономика выстояла. И все прогнозы о том, что к осени 2022 года Россия схлопнется, не оправдались. Военные заводы фигачат в усиленной мощности, простите меня за обесцененную лексику, вот, все работает. И знаете, если говорить, возможно, о благосостоянии определенной части людей, то она даже выросла, да? То есть их благосостояние, оно даже выросло. Если говорить о том, что, например, появилась работа, возобновились производства на заводах, которые там стояли и так далее. То есть, ну вот как это принято говорить, страна там стала на рельсы, там, да. На военные рельсы. При любых обстоятельствах, как эта война бы не заканчивается, положительно для Путина, не положительно для Путина, при любых обстоятельствах в ближайшие лет 25 мы будем за нее платить точно. У меня в ГУЛАГе подопечная бабулечка, которая была в плену в войну, она потом была в ГУЛАГе больше 10 лет, она при жизни потеряла дочь, которой было там до 20 лет. То есть она прошла ужас своей жизни, она не потеряла оптимизм, я ее безумно люблю, она меня постоянно мотивирует и заряжает, то есть она не потеряла ни разум, ни оптимизм в этой жизни, то есть она все время в каком-то позитиве. И вот когда началась война, я ей позвонила поздравлять с 9 мая, это единственный человек, которого я поздравляю. Вот, я позвонила и говорю, я сегодня не знаю, что сказать, это для меня больше не праздник. Она говорит, для меня тоже. Говорит, я всю жизнь жила с ощущением, что вот-вот в конце туннеля забрежет белый свет. А говорит, а мы пошли на второй круг. Планировалось несколько мусоросжигательных заводов, которые должны были построить Чемизовский Ростех. И вот. Чем закончилась история? Закончилась тем, что их уличили в коррупции на уровне Росприроднадзора. Вот. И, ну, короче, идет, скажем так, следствие. Но при этом, как мне кажется, просто, что это просто передел. То есть были одни люди, сейчас придут структуры другие, которые опять будут обещать построить мусоросжигательный завод. Но это просто другие бандиты. Ну, победим мы в любом случае. А что победа? Ну, просто интересно. Вот. Нет, ну это то есть полностью надо убрать киевский режим. Других вариантов нет. Если просто сейчас договориться, остановиться на линии ДНР, ЛНР, да, и там оставить тот же режим, то это не прекратится никогда. То есть, ну и в 2014 году, если бы мы, я имею в виду наша Российская Федерация, видя происходящий Майдан, приняла бы меры, то этого ничего бы и не было. То есть там происходила явно цветная революция. Все это было видно. Не нужно было спасать президента, нужно было Беркуту команду дать. На жесткий разгон всех этих плюшечников и кастрюлек. И ничего бы этого дальше не происходило. Я, во-первых, не говорил то, что именно там в Харькове какие-то нацисты, это такие же мирные люди, хорошие люди, пророссийские. Это первое. Второе, про нацистов это скорее про режим, который во власти находится, а не простые мирные люди. Простые мирные люди это такие же, как мы в Белгородской области, которые вот переживают это все тяжелое время. Матери СВО, по-моему. Ну да, это то же самое.
в той или иной Ну, степени? во-первых, это как, я думаю, женская часть, и они просто ждут своих мужей домой, хотят, чтобы они были рядом с семьей, и понятно, что они хотят, чтобы люди, которые там 2 года служат, ведут боевые действия, они почаще возвращались домой, и, конечно, такие движения имеют место быть. В этих интервью на русском и на английском языках мы хотим поддержать друг друга.